Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за ковбоя и Хидноэдну в командных боях, но перед этим я хотел бы вам немножко показать кое-какие смайлики, да. Я не знаю, когда они появились, возможно, уже давно, просто я как бы не проверял их давненько, ну так вот. Вот у нас такие вот есть два смайлика, ну, наверное, еще один где-то запрятан, ну, в общем. Это к чему-то по-любому, чему-то новенькому относится. И они как бы уже в игре, и разрабы их показали, значит, ничего-то не боятся, это что-то скоро появится. Да? Как вам, а? Неплохо? Интересно, да? И по поводу вот этого воскрешения, что я вчера заметил, я видел, там многие писали, тоже у них такие бывают штучки. Так вот, вы же знаете, в других играх есть такие штучки, что типа вы там играете, умираете, воскрешаетесь, продолжаете играть, а вдруг в Зубе что-нибудь такое появится, а? Совпадение? Не думаю. Ну и как бы ивентик вот запустили, но мне кажется, его смысла нет убрать, только для тех, кому интересна акция, да, на капибарку. Сейчас я, кстати, ее покажу после, того, как про ивент расскажу. Заметьте, тут 255 гемов, это... Они, короче, должны давать 120 очков. Я не знаю, я ивент вроде попробую посмотреть, чисто потом вам, может, покажу, сколько здесь будет очков. Если здесь больше, чем 120, то это бессмысленно. Потому что в прошлом ивенте было за 400 с чем-то гемов всего лишь 180 очков или 170, такие дела. Ну ладно. Ах да, там еще наградки, кстати, выдали, блин, да. Как все вовремя, недоступно событие. Извиняйте, ребятки, тут эти баки, как всегда, вот когда их кидают в группу, ты же не можешь отказаться, ну, в общем, ладно. В общем, завезли наградки за... прошлый вот этот вот коллекцию, за прошлую коллекцию, вот 1000 гемов, 60 тысяч монет и легендарный сундучок. Монетки с гемами, в принципе, сейчас можно залутать, а вот сундучок оставим, конечно же, на какую-нибудь из крутых акций, потому что хочется и жетончики выбить, и первобытный инстинкт выбить, ну, в общем, много чего хочется. Вы понимаете. Опа, смотрите, новинка, а ее тут не показывают, а? Еще один намек? Ладно, шучу, конечно же. В общем, отправляюсь в командные бои. Погнали разваливать, только забыл вам показать картинку с ивентом. И... ну, ладно, покажу после боя. Ну, в принципе, ее все видят, она при заходе в игру появляется в этот раз хотя бы. Поэтому, я думаю, уже кто хотел, тот увидел эту прекрасную штучку. То, что вы... ну, на скин новый, да, у нас же скин вышел новый на Капибару. Эль Капибара. Ну, вообще он называется по-другому, но типа Капибара Рестлер Мексиканец. Что-то типа того. Если вкратце. Ну и за этот скин, ну как бы, за то, что у вас этот скин есть, если вы сделаете на нем 50 киллов, и если вы еще достанете смайл с нового ивента, который сейчас идет, то вы сможете залутать то ли 1500 гемов, то ли что-то типа того. Ну, в общем, очень жестко. Ну, метки видели, да. Моя меткость, как всегда, впрочем, ничего нового. Зашкаливает, как обычно. Бахаем пока что аккуратненько, не подставляемся. Залутаем сейчас аптечку, гранатку. Ну и можно пойти дожимать противничков дальше. У нас как бы 2 бака десятых, они вроде адекватно, но по крайней мере один точно, вон, видите, залетает там, домажит, все дела. Ну а мы так, чисто на поддержке. Ну тут противники слабые по уровню, опять же, очередной баланс по закидыванию, да. Вот у меня в команде 3 десятых, 8 и я 13, да. И мои противники все 8 уровни, ну как бы баланс, чё. Ага, он такой, да. О, поставилась ловушка все-таки. А я думал не поставится, думаю, о, забагала жену. Кстати, у Бака уже легендарный дроп откуда-то взялся. Может, выбили как раз с этого чувачка, которого тогда внизу убили под куполом. Но это не точно. Опять же, противники все бежали, потому что там было много никсов, Яра было. Можно, конечно, на перерез пойти, но я думаю, что кроме Яра мы там вряд ли кого-то успеем словить. Так, ну они все ворачиваются. Ну вот, видите, да, Яру успели словить, потому что Джейд... ну вот, даже 7 уровни там были в команде у противника. То есть, ну, вы понимаете, насколько баланс, как всегда. Зёбр с инструментами. А с чем же еще? Так, у нас команда немножко разделилась, но в принципе это не страшно, я думаю. Сейчас залутаем себе аптечку. И бочку тоже залутаем, потому что пригодится бочка, если будет серьезный замес. 2 урона можно будет минусануть, как бы чисто в бочку, красивенько. Они, как это обычно игроки делают, просто сидят в них. Ну вот он, да, вот так они делают. Ай, инструментальщики, ёпта. Ладненько, надо искать противника. Но их почему-то нигде нету. И судя по тому, что они умирают, значит где-то идет замес. Но замес где-то идет, скорее всего, вот здесь вот, откуда мы убежали. Я думаю, даже в центре где-то идет. Но я в центр не хочу идти, потому что зона у нас идет, ну, вы видите сами куда. Но мне кажется, моя команда сейчас пойдет. Но я попробую их немножко оттянуть. Надеюсь, у меня получится. А вот и противнички, кстати. Никсик здесь бегает. Мне, кстати, один нужно это понимать. Ну, на край зоны, смотрите, какие гении.
Почему я не удивлен? Вообще ни разу. Просто ни разу не удивлен поступками этих гениев. Вообще ни разу не удивлен. И нас зажимают на краю зоны. Как прекрасно. Как прекрасно. Обожаю. И моя команда начинает умирать, потому что меня рядом нету. А? Какие гении, заметьте, а мне пишут там в комментариях, я не умею играть, я не умею. Конечно, не умею. А что там? Это же слишком сложно уметь играть, да? Ой, моя команда очередная. Очередных гениев, которые ничего не могут, только умирать. Я, скорее всего, откинусь, да. Просто пойти на край зоны? Зачем? Да просто так, умереть? Да. Почему бы нет? Гении, 4 гения в команде привели меня к победе. Да. Прекрасно, да, ребятки? Угу, я думаю, что прекрасно. А я играть не умею. Как там пишут в комментариях разные уникальные личности. Видимо, одни из этих гениев, которые мне попадают в команду, пишут. Ой. Ну что поделать, что поделать. Смотреть карту — это уже новый уровень. Вы знаете, у нас же есть уровни развития в зубе. Там одна кнопка, потом 2 кнопки, потом 3 кнопки, потом активный навык. Ну, плюс 3 кнопки, да. Потом, что, джойстиком еще надо управлять, чтобы двигаться, да. Это уже какой там 4-й уровень в зубе, да. Потом у нас идет возможность смотреть на карту. Вы же понимаете, не каждый может на карту посмотреть, да. Потом, ну потом уже, да. Потом уже слишком много всякого разного идет. Уже сложно об этом говорить. Ну что ж, противнички бегают. Моя команда врывается, лута у нас нету, как бы, ну мы врываемся. Хотя противники, мне кажется, тоже без лута, но и тоже врываются. Так, уворачиваемся, закинем сейчас. Здесь разные штуки. Почти, кстати, Никса получилось убить. Ой, как же меня это напрягает, этот момент. С тем, что нету гранатки у меня сейчас. Я из этого не могу себе позволить нормально что-то сделать. То есть у меня есть копье. Ну, 2 склада зажимают. Красиво. 15-й слон. Ну а чё, я же играть не умею, да? Все, изи отъехал. Хотя, может еще не отъехал. Может еще не все потеряно. Нет, все потеряно, к сожалению. Ну, кстати, заметьте, я еще про домашку успел. Ну, что я могу сказать, ребятки? 2 сквада. Да. Это раз. Потом еще 3-й сквад пришел. 15-й слон. А так все изи, да? Я просто не умею играть. Да, именно так. Не вывожу, как говорится, да? Соло-команду. Бывает, бывает. Интересно, а что же надо делать, чтобы вывозить соло-команду? Против 3 сквадов, которые тебя по очереди окружают. Почти что без КДшки, да? И ты такой, ага, интересно. Ну что ж, разваливаем. Получается, уже 2 топ-1 пропустили. Надо сейчас хотя бы 1 залутать. Но это слишком сложно для моей команды. Это же надо... Это же надо бегать рядом со мной. Это же слишком сложно, да. И кнопки нажимать иногда. Не, ну это уже перебор. Таких уровней на этом рейтинге, наверное, вряд ли я найду. Ну, что поделать? Что поделать? Хотя, иногда, как говорится, попадается, да, там одна команда из 5. В среднем, да, адекватных. Ну, не все, конечно, адекватные. Вот видите, хамелеон с трубочкой. Хотя 9 уровень. 9 уровень. Как думаете, ему нападали уже нормальные предметы на 9 уровень? Я думаю, нападали. Я думаю, у него есть там ботиночек, к примеру. Что там еще на 9? Что еще хамелеону можно взять? Ботинок, зубы вампира. Что-то еще можно взять, наверное. О, как удобненько я тут залетаю. Красивая, нравится. Сейчас гранатками сюда закинем. Так, закидываем. Блин, моя команда, конечно, здесь решила поумирать резко. Я сейчас попробую закинуть вот так вот, нормальненько. Не дадим им, короче, резнуться. Блин, они могут союзников резнуть. Почему они на Луи смотрят? Да понимаешь, что они... А как наш акул сверху умер? Да что они делают? Как они вообще разбежались на такое расстояние огромное-то? Я не понимаю, ну. Что за уникалы-то очередные-то попались, а? Офигеть, просто. Просто офигеть. У меня слов нету. Ай, ладно, спокойно, не бомбим. Я еще луком... Вот каким боком у меня лука стрельнул вот сюда вот? Он, наверное, в батас, да, стрелял? Скорее всего. Но каким-то чудом они все равно не смогли резнуть Луи. Как они это не смогли сделать? Тут же никого... Нет. Ай, просто нет слов, ребятки. Просто нет слов по поводу этих вот. Откуда они такие берутся? Можно мне ботов в команду, а? Вот был бы выбор, в кого с кем играть, я бы играл с ботами. До 1000, наверное,
300-400 рейтинга лучше играть с ботами в команде. Они, по крайней мере, хотя бы вместе ходят. Это понимаете, это уже высший уровень, чем у этих игроков. Как по мне. Не кидают они там все красиво и бьются нормально. То есть, ну, и хилят. Они еще, кстати, даже ресуют, да. Вот настолько жесткие боты. А чем выше рейтинг, тем боты сильнее становятся. То есть, по идее, можно вообще до 1000... Ладно, до 2К рейтинга играть чисто с ботами в команде. Ну, если бы так можно было, да? Если бы так можно было. Мне кажется, просто сервера зубы не позволяют этого сделать, да и как бы игра под это не рассчитана. Хотя, выпустили бы какой-нибудь, знаете, PvE мод, типа, как в разных таких играх есть, где ты играешь с командой ботов. Там какие-нибудь ивенты, к примеру, проходить, зомби-ивент какой-нибудь или что-нибудь такого, знаете, было бы классно. Очень классно. Или могли бы сделать, не знаю, какой-нибудь ивент общий, но менять его стилистику и под каждый, ну как бы сказать... Под каждое событие, да, которое у нас там происходит. Так, типа Новый год взяли, заменили этот ивент на новогодний какой-то ивент. Ну, то есть, может, ботов каких-нибудь там новогодних сделать. То есть, PvE-ивентик такой прикольный. Награды там поменять, ботов там красивых замутить. Ну, типа, вот, знаете, небольшие космические изменения и наградные, и все как бы. Ничего особенного, но было бы классно. Но, когда это будет, я не знаю. Разрабы, может... Ну, вы знаете, у нас как бы разрабы считают новый ивент это сделать трио и сквад, да, как бы для них это новый ивент за 3 года, как бы. За 3 года. За 3 года. Добавили просто игроков больше, чем 2. Команду сказали, новый ивент, 3 года работали. Нормально. Смешно, конечно. Ну что ж, первая победка готова. Не прошло и 100 лет, давайте сразу еще за второй победкой пойдем. А вдруг фортанет? А вдруг? Не, ну по крайней мере от нас другие сквады далеко. Это значит, что мы в начале самом не умрем, а это значит, что хотя бы по луту у нас что-то будет, и уже хорошо. Уже лучше, чем обычно. Да. Вон у нас 12-й Брюс есть, кстати. Неплохо, мне нравится. Ой-ой-ой, я что-то нажал не туда или что? Ну что опять происходит? Ну. Ой, спокойно, спокойно. Не бомбим, не бомбим. Сейчас залутаем красиво. Видите мою гранату, да? Видите золотые гранаты у моих союзников? А теперь вопрос, почему мне граната не поднялась? Интересный вопрос. Я что, был настолько далеко? Мне кажется, нет. Ай, слов просто нет. Как мне везет. Как обычно, впрочем. Как обычно. Да. Ладно. Расслабились и идем дальше. У нас там Брюс зазывает, говорит, играть командно. Смотрите, смотрите, какой Брюс. Командный игрок. Ух, мощный. Мощный Брюс. Зато, заметьте, вот гранатку я тогда не залутал золотую, зато аптечку залутал. Прикольно. Хотя, может, аптечку я позже залутал. Ну, в общем, не знаю. Что-то противники где-то спрятались. О, боже, скипит с инструментами. Да за шо? Да за шо? Хоть бы в соло-боях бы играл. Так нет, он в командно идет с инструментами. А чё ему, да? Вот они, элита зубы, которую мы заслужили. Да. Ну, у меня золотых предметов почти нету, зато моя команда уже там золотым дробовиком, золотой гранаткой бегает. Это хорошо. Шансики на победу возрастают, особенно с тем, что мы еще ни с кем не подрались. О, копье золотое. Наныл. Получается. Неплохо. Жалко, Брюсикова не залутал. Ну, как говорит, сам виноват. Мог бы подойти, посмотреть хотя бы, что под домиком было, но он что-то побежал в центр. Она придется, наверное, сейчас играть командно, потому что, ну, видите, у нас там Никс идет на край зоны. Ну, конечно, куда же ему еще идти? Он же одаренный. О, смотрите, смотрите. Просто 10 из 10 одаренности получает у нас Никс. Ой, у меня слов нету, просто нету слов. Просто нету слов по поводу этих гениев. Так, блин, как змея-то увернулась-то, ну вот. Да как они такие шустрые-то, а? Сандали святого на змее. А я отказался от них, потому что они бесполезные. Такие дела, да. Просто сандали святого я не могу использовать, потому что не было ситуации, ну не знаю, там на боев за 10 ситуаций не словил, где можно было использовать сандали святого. Вот настолько было все плохо на змее, чтобы вы понимали. Я уж молчу про Фей, но Фей это отдельный разговор, когда как мне там фартило с командами. Вот даже похуже, чем сейчас. В разы прям похуже. Ладно, давайте добьем Брюсика. Ну вы... Очень интересный бой. Прям вообще как капец какой интересный. Я даже не знаю, как эту интересность разбавить более чем-то интересным, чем этот бой. Думаю, уже интереснее ничего в этой игре у нас не будет, чем этот бой. Такие дела, ребятки. Ну что ж, ехидную еду вы сегодня посмотрели.
Блин. Посмотрели, какие бывают прекрасные команды, какой бывает прекрасный рандом. В плане того, что то изи победы ничего не делает, то как бы что хочешь делать, все равно не победишь. Ну, это же Зуба, да? Как может быть по-другому? Никак. Нормальных боев на 1000 рейтинга вы явно не встретите. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Кто хочет, может попытаться пройти ивент. Ну, хотя бы до алмазиков, да. Вдруг здесь будет, знаете, типа 70, 80, 90. Ну, тогда ок. Но если там будут другие цифры, тогда не ок. Очень не ок. Такие дела. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.